Так, значит, что нам тогда можно попробовать предпринять? У нас есть вот золотая рыбка. Какую практику мы можем сегодня с ней поделать? Значит, что дает возможности? Ну, во-первых, формулировка желаний, да, то есть желания истинные должны быть. Это тоже не всегда у нас получается. Для того, чтобы у нас проявлялись истинные желания, у нас есть такое устройство зеркало Исиды. Оно помогает открывать чувство пути и настраиваться на истинное желание. Поэтому если мы обращаемся к золотой рыбке, то в золотой рыбке мы, во-первых, обращаемся с пожеланием, да, то есть что мы это делаем вместе с золотой рыбкой. То есть не рыбка делает чего-то, да, то есть, а мы вместе с золотой рыбкой делаем какую-то вот реализацию нашего желания. Значит, оперативно определять наилучшую стратегию действия. То есть стратегия имеется в виду, что есть такая потребность у людей выстраивать определенные отношения на достаточно больших промежутках времени. И вот эта стратегия, она требует определенного согласования времен. То есть у нас есть что-то в прошлом, есть что-то в будущем. И вот эти времена должны согласовываться таким образом, чтобы у нас в настоящем могло происходить то, что нам нужно. Да, то есть распараллеливание задач во времени, потому что если одна какая-то у нас есть задача, нам надо, чтобы в какой-то момент она была решена. Для этого в прошлом должны быть выполнены определенные условия для того, чтобы эта задача была решена в настоящем. Но экономия времени от этого происходит, потому что мы это согласование делаем во время. И задачи могут решаться в принципе любой сложности, потому что сложность задачи на самом деле связана с мерностью структур. А золотая рыбка нам помогает мерность эту повышать, для того, чтобы мы могли во времени согласовывать вот эти определенные части наших задач и проявлять их во времени. И вот воспринимать полную картину событий в условиях дефицита информации. Мы все время на самом деле существуем в условиях дефицита информации, хотя информации все больше и больше. Да, то есть вроде бы у нас появляется. Но в чем дефицит этой информации? То, что информация должна появиться в нужное время, в нужном месте, а не просто где-то вот она где-то навитает. И мы должны обращать внимание на те стороны в жизни, которые нам вот эту информацию поставляют. Ну, то есть не просто, то есть если что-то произошло в нашей жизни, хорошо бы подумать, а зачем мне это надо? Для чего у нас вот произошли те или иные события? Насколько мне это надо? И что я могу сделать для того, чтобы в этой информации как-то ее можно ли использовать? Ну и решать свои, не чужие задачи. То есть что значит свои, не чужие? Ну, значит, не пытаться охватывать непосильные какие-то задачи, да, то есть я сейчас с помощью золотой рыбки там решу что-то такое, что мне там выдаст какие-то преференции на будущее, может быть, да, то есть но я буду решать чужую задачу, а если она, может быть, когда-то мне чего-то принесет. Надо ставить задачу, что вам надо конкретно. Вам надо, чтобы вот в рамках этой задачи, допустим, взаимодействие с тем человеком реализовалось то-то, то-то. А не что-то, чтобы у этого человека что-то произошло, а может быть потом когда-то у вас через это дело вам что-то принесет, какую-то успешность или неуспешность. Вот, поэтому для начала, да, мы, как всегда, предлагаем поставить запрос на наше взаимодействие, да, то есть что мы сейчас все-таки пытаемся будем делать. Ну, с одной стороны, у нас запрос есть личные запросы, которые у нас есть, да, то есть есть какие-то запросы более глобальные. Глобальные запросы, которые мы могли бы, обеспечить миру, да, то есть во взаимодействии с миром таким образом, чтобы нам было эффективно вот в этом мире существовать. Ну, поэтому мы сейчас будем делать одну практику, которую, по согласованию. То есть, если мы представим такую, картину. Смотрите, вот мы здесь сейчас, вот у нас здесь сейчас 44 человека. И мы хотим каким-то образом
обеспечить некое согласование. Зачем нам это надо? Да? То есть у каждого вроде бы своя задачка есть. Зачем нам это нужно, вот это согласование? Дело в том, что мы говорим о Бионете. Бионет как система, которая обеспечивает нам связность другого уровня. То есть она есть у каждого человека. Как бы вот это связано. Да? То есть где-то на каком-то уровне в отношении мы все друг с другом связаны. И поэтому вот эта система Бионет, она предназначена для того, чтобы мы вот эти вот свои собственные задачи могли решать не только сами по себе, а все вместе. Да? То есть вот мы говорим, да, то есть, что нам надо бы увидеть какие-то моменты, да, то есть то, что было скрыто. Ну, вот как вот Флеминг, например, в свое время, да, то есть обратил внимание на что? Что в какую-то пробирку, которую он там проводил эксперименты, попала плесень и испортила весь там, все, что там было. И убила тем самым какие-то там бактерии. Но другой бы, ну, как бы, что сделал? Расстроился, что вот эксперимент, который я делал, не получился, и надо все это вымыть, вычистить и начать делать заново. Да? То есть, а Флеминг обратил внимание, и у него как бы вот плесень появилась, а бактерии погибли. Значит, что-то, какой-то фактор возник, который вот убил эти бактерии. То есть, с точки зрения его собственного эксперимента, это, конечно, потеря. Чего? Потеря времени. Но он обратил внимание, да, то есть и от этого обращения внимания начал пробовать, а что же это за фактор от этой плесени. И как результат, что получилось? Пенициллин, да, то есть открыли антибиотики, то есть как новый совершенно вид веществ. Значит, что нам надо? Нам надо попробовать взаимодействие наше организовать с миром таким образом, чтобы мы могли обращать внимание. То есть, ну, говорят, если куда внимание, туда энергия, и, соответственно, там начинаются какие-то преобразования. Так вот, взаимодействие на уровне Бионета нам позволяет как раз расширять поле внимания. То есть у нас начинает за счет сетевых отношений, да, то есть появляться возможность на что-то обращать внимание, что раньше мы не замечали. То есть поэтому вот у нас, например, к данному каналу сейчас присоединена структура Бионет. Кроме этого, структура Бионет, она присоединена, я так знаю, к большинству участников, которые у нас сегодня есть. Вот, это карточка «Золотая рыбка» Алексей нам показал. Так вот, структура Бионет нам дает возможность что? То есть подключить сетевые отношения. То есть чтобы мы не сами по себе как бы распределение, да, то есть это делали и воспринимали информацию не только через наши узкие каналы восприятия, а чтобы эта информация к нам могла идти через вот эти сетевые связи. Эти сетевые связи, они и так есть. То есть структура Бионет их не создает. Но структура Бионет позволяет их делать более чистыми, более проявленными. Поэтому что мы можем предпринять в этих условиях? Да, то есть как бы мы можем попробовать эти связи еще и расширить за счет вот этого сетевого объекта, который называется «Золотая рыбка». И если взять сказку, которую мы раньше слушали, Пушкина, о котором мы уже сегодня говорили, то там золотая рыбка, да, ее что, как ее ловили? Забрасывали сеть в синее море. Так вот, у нас аналог сети как раз, ну вот у нас это структура Бионет. Поэтому рыбка, как структура, золотая рыбка, это сетевой объект. И мы с ней можем взаимодействовать только через сетевые вот эти Бионет-связи. Поэтому, когда берем золотую рыбку как карточку, да, то есть как бы мы можем ее взять, настроиться и обратиться к ней именно как к сетевому объекту, как возможности взаимодействия с сетью в целом. Что это дает? Почему нам сеть важна, сетевые отношения? Но опять же, вот вернемся к примеру, о котором я уже неоднократно говорил. Радар. Есть радар, и он пытается сканировать как бы вот некое пространство. Ну, допустим, радиотелескоп. Его направляют на звезды и пытаются эти радиоизлучения, которые идут от звезд, анализировать. И у него есть определенное понятие, называется разрешающая способность у этого радара.
То есть это разрешающая способность, как возможность видеть на небе, ну, вот какой-то определенный угол, который может различить. Так вот, если мы будем использовать не один радар, а их объединим, много радаров в определенную сеть, то у нас появится возможность в этой сети взаимодействовать с гораздо большей эффективностью. Почему? Потому что разрешающая способность многократно усиливается. Да? То есть, и уже вот не такой участок неба мы можем разглядывать, а гораздо более меньший. Вот уже гораздо более мелкие детали мы можем видеть. Поэтому вот использование сетевых связей – это как раз и есть возможность обращать внимание на какие-то моменты, которые раньше были для нас недоступны. Поэтому, что первое? Мы сначала давайте попробуем настроиться на вот эту вот золотую рыбку, как на структуру. То есть у нас она есть так же, как структура, присоединенная к этому экрану. Ну, то есть вот от монитора у нас эта структура тоже. У кого нету этой карточки «Золотая рыбка», может настроиться на нее через монитор. Да? То есть можно ее представить как некий такой вот множество даже сетей, как бы вложенных одна в другую, как бы, которые формируют вот такой шар исполнения желаний, скажем так, да, то есть которые с которым мы можем начать взаимодействовать. Потому что когда мы в одиночку, как бы с такой сетью взаимодействуем, нам это сложно сделать. Потому что у нас чего-то может не хватить. Чего не хватить? Ну, мерности, во-первых, да, то есть не хватает мерности, чтобы вот эти взаимодействия у нас могли проявиться. Поэтому настроились на золотую рыбку и свой запрос формулируем для нее ментально, да, то есть как бы, то есть рыбка, мы вместе сделаем, и что вы хотите сделать, чтобы у вас это произошло. Ну, теперь нам что надо бы? То есть, как бы нам это свое собственное желание, от него надо как бы вот отстроиться. То есть, часто мы, когда сильно чего-то хотим, мы на самом деле тормозим это желание. То есть, у нас оно, ну, как бы мы его, ну, как вот тут у Зеланда называют это избыточным потенциалом. То есть, как бы слишком часто обращаемся как бы вот со своим желанием, но оно достаточно четко не сформулировано. Мы как бы слишком сильно этого хотим. И хотим именно вот таким образом, как оно должно быть сделано. Когда мы можем себя отделить, вот мы дали запрос, и пусть оно теперь реализуется. То есть сеть теперь начинает работать с этим желанием. Но как отстроиться? Но можно выйти из той роли, ведь когда мы чего-то хотим, мы кто? Мы хотящие вот этого вот чего-то мы хотим. Да? То есть вот я хочу, например, мороженое. Да, то есть, ну, как пример. Может, я сейчас и не хочу мороженого, но вот, допустим. Но вот кто я тогда? Я-то человек, который хочет мороженое. Значит, нам надо тогда взять какую-то другую роль, да, то есть и попробовать от нее отстроиться от этой вот роли. Как мы, какую роль можем себе взять? А мы можем взять какую-нибудь роль, которая не существует, которой нет. Ну вот в психологии есть такой тест. Нарисовать несуществующее животное. Вот давайте мы сейчас это нарисуем. Возьмем листочек бумаги, возьмем фломастер. Или карандаш. То есть они, там вообще такое, я когда читал описание теста, что надо только карандашом, нельзя фломастером и ручкой. Я говорю, можно фломастером, можно ручкой, чем хотите, тем и рисуйте. То есть что значит несуществующее животное? Ну, такого нет. Но это можно рисовать на самом деле по-разному. Можно пытаться там из каких-то известных частей, которые нам надо, скомпоновать что-то такое вот непонятное. А можно вообще абстрактную картинку какую-то нарисовать. Ну вот как рука идет, вы что-то там нарисовали, говорит, вот это животное, да, то есть как бы, ну как вот психология там. Ну давайте, то есть вы сейчас будете рисовать, я пока буду щебетать тут немного, а вы рисуете несуществующее животное на листочке с бумагой. Психологу приходит один товарищ, а тот ему рисует треугольник и говорит, что это такое? Какие у вас ассоциации? Тот говорит, ну это кровать, на кровати двое, и они занимаются сексом. Психолог говорит, так, ладно, рисует ему квадрат.
А это что такое? О, это дом. А в этом доме кровать. А на кровати люди занимаются сексом. Ага. Психолог берет и рисует круг. Этот пациент посмотрел на него: доктор, да вы же сексуальный маньяк. Говорит он доктору, вы такое рисуете все время одно и то же. Поэтому вот давайте выйдем за ограничения наших представлений, попробуем нарисовать то, чего не бывает. Ну, и у вас, может быть, с этим, что вы нарисовали, может, какие-то ассоциации возникают. Хотя они могут быть и совершенно тоже какие-то достаточно абстрактные. Ну, это еще, говорят, можно по-разному рисовать. Это как пандермоторная сила, то есть вы что-то рисуете. Вот. Вот теперь вот этот объект, который вы нарисовали, давайте его назовем, опять же, несуществующим именем. То есть какую-то свертку, как бы вот даем ему и напишем, что это такое. То есть как бы вот иногда вот человека спрашивают: ты кто? Ну, там говорит, конь в пальто там или еще что-нибудь, трупма кто? Вот. А тут вот как бы вот кто это? Спросите его, ты кто? И пусть он вам скажет. И напишем в уголочке, кто это. Все готовы. Нарисовали зверя. Вот, теперь нам надо вот что сделать, такую штуку. Возьмем другой листочек. Мы сейчас сначала вот этого вот у нас. Ну, давайте покажем, у кого что получилось так на экран. Выведем. У меня вот такая картинка интересная получилась. Очень быстро я ее нарисовал. Давайте, что там у нас такое, да. Значит, мы сейчас не будем анализировать ваши картинки. Почему? Потому что они могут быть совершенно там все разные и так далее. Но вы потом найдите этот тест в интернете. Тест про несуществующее животное. И почитайте там разборку этого теста, что оно означает, как оно выглядит, туда-сюда, голова туда повернута, сюда, ноги, руки и так далее. Там все, что есть, можно об этом будет поговорить. Вот. А сейчас нам важно, что оно уже вы реализовали вот в некой картинке. То есть что вы на самом деле реализовали? Вы проявили некую структуру на самом деле. А вот теперь давайте представим, что вот это вот таких вот как бы внутренних животных у каждого человека, да, то есть они существуют в этом мире. Поэтому мы можем представить, да, такой, вот, например, из чего мы состоим, каждый. Из клеточек, да, то есть что такое клеточка? Это как бы свой организм, да, то есть, или вот галактика, да, то есть вот давайте вот представим галактику. Из чего она состоит? Она состоит из звезд. Мы же тоже все светимся, мы тоже все как бы звезды. Но вся галактика, она же как единое целое, да, то есть она взаимодействует, ну, там, через силу тяготения или еще через что-то. Ее можно рассматривать как некий целостный объект, но состоящий из отдельных вот таких вот элементов. То же самое мы, да, то есть у нас вот есть отдельные элементы клеточки, но мы, в общем-то говоря, представляем себя вот какой-то вот такой законченный объект с какими-то определенными характеристиками. Так вот, можно представить, что вот, допустим, в рамках вот таких сетевых отношений все люди, они тоже представляют собой какой-то объект, да и сетевой. И вот этот объект, с этим объектом мы можем по-разному взаимодействовать. Мы можем что-то делать, чтобы этому объекту стало лучше, и от этого лучше стало всем. Да, то есть мы можем как-то его тормозить, как бы считать, что мы каждый сам по себе, и никак с ним не связаны с этим объектом, и поэтому мы на него внимания никак не обращаем. Так вот, когда вот мы говорили про кашалотов, там как раз вот отметил вот этот вот участник этого вот взаимодействия, что что-то вот создается, такая какая-то общность, которая на самом деле не только кашалотов объединяет, а объединяет как бы весь мир с этими кашалотами. Да, то есть поэтому вот этот вот сетевой объект, которым мы сейчас попробуем повзаимодействовать, это и есть вот некое
объект, который может быть не только на Земле находится, он может быть одновременно и в каких-то других частях там, той же галактики, да, то есть, но мы попробуем ощутить себя частью вот этого вот такого гигантского объекта, в котором там миллиарды, миллиарды вот таких вот живых существ объединены. И поэтому мы будем свое желание рассматривать вот в рамках того, что мы своим желанием хотим сделать во благо и себе, и во благо вот миру, представляющему вот этот вот биосетевой объект. Ну, как нам попытаться объединить это все, да, то есть, как бы, ну, тогда мы можем начать с этим объектом взаимодействовать. Давайте мы сейчас возьмем другую ручку, другую, ну, в смысле, другой листочек, да, то есть, и попробуем на этом листочке написать имя вот этого названия, этого вот существа, которое вы нарисовали. Попробуем убрать искажения в этом объекте. То есть мы начнем как бы с зачистки. То есть через что? У нас есть вот такие карточки, которые называются Отрада, Биоянтра и Вея. Это три карты, которые предназначены для того, чтобы можно было убирать различные паразитные связи, различные какие-то структуры, которые мешают проявлять нас в этой жизни. То есть они создавались в разное время, но они как бы ну, по степени мерности они отличаются. У нас как бы попроще у нас Отрада, следующая по мерности это у нас Биоянтра создавалась, и у нас Вея как еще более интегральный объект, который позволяет с ними работать. Значит, у кого есть вот это Биоянтра или Отрада, там Биоянтра или Вея, то можно их взять в руку, да, в левую. Вот. А правой мы будем вот на этом чистом листочке, берем чистый листочек, написали там это название вот в объекте, да, мы пытаемся сейчас в этом объекте ну, как бы за счет движения руки, как бы такой мелкой моторики, как бы будем сейчас черкать вот так вот, как бы штриховать, да, то есть как бы пройтись по вот этим вот, по этому объекту, ну, как бы как по чистому листу, да, то есть, и вот этот каждый штришок, он как бы вот система такая зачистки. То есть вы как бы зачищаете, как бы стираете. То есть, но вы не стираете, как бы у вас от этого на самом деле что-то еще появляется. Да? То есть вы как бы создаете новый рисунок, но, вот, но теневой, скажем так. Ну, как тень вот от тех структур, которые бы нам мешают. Это нужно поверх, вот Нет, поверх. отдельный листочек берем, отдельный. Ну да, а имя написать нам нужно или нет? Имя в уголочке написали. Имя этого вот, да, то есть как бы. И теперь начинаем, это называется такая техника пандеромоторная зачистка. То есть и вы начинаете вычищать в этом вот, просто черкаете, где-то штрихи какие-то, как они идут, неважно, вы чувствуете, как рука идет, но тем самым вы решаете вот эту задачу. Вы в этом объекте убираете искажения, да, то есть у нас есть биоянтра или там Отрада или Вея, вы с ней взаимодействуете, у кого нету, они к этому каналу у нас присоединены, и начинаете черкать, черкаете, как бы вот, чувствуете, где надо почаще, где пореже, где-то вот вы проводите вот эти линии самым, то есть это отдельные штрихи такие. Это вы рисуете, вот как бы рука сама знает, куда идти, где что заштриховать. И вы тем самым выявляете и одновременно убираете вот эти вот искажения в структуре вот того объекта, который вы пытаетесь. Это, кстати, можно делать и с людьми, то есть взять человека, и хотите вы его помочь ему в чем-то, да, то есть как бы есть такая техника, но тут написали его имя, фамилию, отчество и начали вот заштриховывать, убирать и удалять. Тем самым мы сейчас вот вычищаем вот в этом объекте, который вы нарисовали, да, то есть в этом вот сказочном существе, которого нет. Ну, сказки это что? Это вот как раз мир, которого нет вроде бы. Значит, вот, Сергей, извините, да. если рука вообще не хочет, вот я написала, да, и мне вообще не хочется ничего штриховать.
Ну, не Что даю. это значит? Если не хочется, не делайте. То есть, как бы, мы же никого не заставляем. Никого. Нету Так, ощущения, что нужно штрихи делать. хорошо, ну не делайте ничего. То есть, может быть, этим цветом не надо, а может быть, другой взять цветной какой-нибудь. И Ага, поделать другим хорошо. цветом. То есть, посмотрите, то есть, послушайте как бы себя. То есть, здесь, опять же, Мгм, никаких нету четких алгоритмов, как бы, что вот надо вот обязательно мгм, вот так, все жестко, как бы, да. Как мгм, лежит. Вот сделали что-то, да, вот. Спасибо. Теперь мы вот этот вот как бы зачищенный, у нас есть система зачистки, это как некая тень, которую мы создали этого объекта, которую вот мы теперь удаляем от себя, откладываем в сторону. Теперь мы убрали все, что мешает нам. Вот у нас оно лезло сегодня, видите, как сильно. И то смотрите, да, то есть что мы сейчас сделали? Мы как бы взяли некий сетевой объект, непонятный какой-то, да, то есть, но он связан с нашим запросом, ведь мы же вот сформулировали в начале этот запрос, поэтому все, что мы делаем, мы сделали вот под этот запрос. Дальше мы берем опять вот этот наш листочек с нашим вот объектом, который мы нарисовали в начале, и теперь он у нас чистенький, как бы у нас он отфильтрованный, мы его убрали, какие-то искажения. Теперь начинаем дальше. Что мы попробуем дальше? А дальше давайте попробовать организовывать связи. Вот у нас теперь вот есть здесь сейчас 45 различных объектов с разными названиями. Да, то есть мы как-то пробовали, помните, уже сказку делать. Вот у нас есть сказочные объекты. Да, то есть сейчас давайте попробуем взаимодействовать на уровне вот этих вот сказок. То есть как это мы делаем? То есть как бы вот это такое буриме. То есть кто-то начинает, говорит какое-то количество фраз, да, то есть потом выключает микрофон, мы видим, что он выключил микрофон, значит, он закончил. Кто-то включается другой. Значит, что здесь важно послушать? Как бы послушать, в какой момент вы должны включиться. Да, то есть не перебиваем, пытаемся никого не перебивать, но в то же время не делаем пауз. Да, то есть как бы вот начинается как бы такой вот игра. То есть никто никого не вызывает, никто никого не называет, кому надо вступить в этот момент. Да, то есть вы как бы начинаете слушать, и в какой-то момент вы вдруг включаетесь и начинаете что-то говорить. Вы как свой персонаж. Вот у каждого, каждый себя фактически должен сейчас олицетворять вот с этим вот объектом. Да, то есть и вы выступаете от имени этого объекта. Вы можете быть объектом и говорить о нем, об этом объекте. Можете говорить о других объектах, которые уже тут профигурировали как участники. Да, то есть можете о своем ничего не говорить. Да, то есть вы просто как бы от имени его, как рассказчик, начинаете продолжение вот истории. Но можете ввести новых персонажей. Как вводите новый персонаж, это самого себя в эту сказочную композицию. Ну и понятно, что чувство меры. Да, то есть как бы надо его развивать и тем самым как бы не пытаться быть только самому на этом вот экране, а попытаться вот играть какую-то такую более многомерную композицию. То есть, и опять же слушаем, да, то есть мы можем просто какую-то гонку делать, как бы, то есть, но мы опять же слушаем общую композицию с одной стороны, с другой стороны мы пытаемся ее куда-то направить вот так, как нас душа куда лежит. Ну, давайте я, наверное, начну, чтобы было, может, если кому-то непонятно, о чем речь. Можно сокращать, как бы, если у вас длинное название получалось, можно как-то сократить название, то есть, как бы, вот, ну, вот давайте, вот у меня появилось такое там название, Арденсефт, мы будем сокращенно Ард. Значит, был такой представитель Галактического совета, которого звали Ард. Этот представитель Галактического совета, он занимался организацией праздников для Галактического совета. Для членов Галактического совета у него было такое
чтобы эти праздники были зрелищные, чтобы это было интересно всем участникам совета, и не только совета, потому что посмотреть на эти праздники проходили множество разных цивилизаций из разных концов галактики. И вот этот как бы Арт, однажды он получил задание сделать что-то неизмеримое. Неизмеримое, потому что измерить это будет совершенно невозможно. И это у него вызвало некое затруднение, потому что он привык обычно измерять все. Потому что надо было составить смету к этому вот заданию, обязательно что-то вот расписать, какие-то роли, там, создать шоу-группу и так далее. Но он решил привлечь к этому других участников Галактического совета и обратился к ним с просьбой, что же они могут предложить такого неизмеримого. И вот он понял, наконец, этот Арт, что всем заправляет любовь. И именно ее невозможно измерить. Если ее будет больше на празднике, то всегда этот праздник всегда пройдет на ура, и всегда все будет замечательно. И он тогда отправился в разные концы галактики собирать эту любовь вместе, чтобы это была всеобщая любовь, а не только любовь конкретного какого-то одного существа к конкретному другому существу. Потому что такая любовь может творить и чудеса, и творить новые миры, и творить новые реальности, в которых мы все можем жить и в них существовать без проблем. Это я так решил все-таки закруглить нашу сказку, потому что это отлично, что у нас участников все больше и больше становится. Вот, и это нам на пользу, потому что когда мы, даже если кто-то не подключился, что-то о себе не рассказал, о своем замечательном звере, который в нем сидит, то все равно тот поток любви, который он всегда своим взглядом направлял на всех участников, он все равно создает вот этот вот шар исполнения желаний, который рыбка нам может реализовать в наших сетевых отношениях. Сергей Зинович, а вопрос, вот вы знаете, сказали, что можно сделать так с человеком. А это как с человеком? Если что-то в нем не нравится, или у вас конфликт, или в какой ситуации можно эту технику применять? В любой. Ну, в здоровье что-то человеку хотите помочь, да, у него там что-то, где-то что-то, значит, это какое-то искажение в нем проявилось. Ну, взяли вот таким-то образом это искажение изобразили, потом взяли, порвали, выкинули, вот все. Вот каким-то образом вы его убрали, да, у этого человека. Вот, так что можно вот таким образом, если не нравятся отношения ваши, ну вот тоже нарисуйте вот эту какую-то вот эту кракозябру, которая вам не нравится, которая вот мешает, да, допустим. Но это что только вы учитываете, что это взаимодействие, да, то есть вы одновременно, эта часть относится к вашим отношениям, а часть к вам самим, да, то есть поэтому как бы вот вы пытаетесь и в себе одновременно это изменить, и в другом человеке. Вот, то есть можно эту технику использовать. Ну, понятно, что ее все равно надо как-то осваивать, тренироваться, не так, чтобы вот оно вдруг само стало получаться полностью великолепно. Но потихоньку вы нащупаете, вот, где лежит вот эта золотая середина отношений. Но самое главное, что вы можете, вот когда у вас появляется какое-то желание, которое все никак не исполняется, да, то есть с помощью золотой рыбки, с помощью вот этой техники настроиться на определенное творческое состояние, и вы можете вот это творческое состояние начать излагать. Можете кому-нибудь начать излагать, вот, ну, как вот сказку рассказать, да, как я тебе сказку рассказать, если есть кто. Если нету, ну, возьмите зеркало, хорошо в зеркало сидите, расскажите эту сказку себе. Да, то есть вот как бы начните вот эту гонку, что в голову приходит, куда переходят вот эти мысли и так далее. То есть это вот такая техника, которая позволит вам выйти за пределы
вот той задачи, которая есть, как-то по-другому начать с ней взаимодействовать на другом уровне отношений. И через это у вас эта задача начнет реализовываться или материализовываться, ну, в том вашем желании, которое есть. Может быть, совсем в какой-то другой стороне. Важно отстроиться, то есть убрать себя, перестать себя отождествлять вот с этой задачей. То есть, как бы вот у нас в чем иногда говоришь проблема, что мы себя отождествляем с этой задачей. То есть, эта задача у нас как бы вписана. А если и убрать себя, то эта задачка сама по себе может где-то решиться, и у вас что-то материализовалось, реализовалось совсем другое, интересное, новое, чудесное и полное любви. Вот. Ну и потренируйтесь вот сами, как бы продолжать вот такие сказки, рассказывать другим, себе. То есть, если вот что-то где-то вот надо протолкнуть какой-то вопрос, да, то берете золотую рыбку, настраиваетесь и начните рассказывать сказку. И посмотрите, это будет давать вот как бы вот некое изменение хотя бы в состояниях. То есть из грустного переводить там в хорошее состояние, а глядишь, и какие-то задачи будут сами собой разрешаться, и гораздо легче их будет решать. Еще раз большое спасибо всем участникам. До свидания.